Всем привет, с вами снова Пых, а это значит, вы попали на канал о жизни и работе в Японии. Сегодня будет видео о том, как я прожил в Японии уже 11 лет, что мне нравится в Японии, что мне нравится, как поменялось отношение японцев к иностранцам и иностранцев к японцам за все это время, и вообще как поменялась, наверное, Япония, на мой взгляд, в лучшую сторону, хотя многие со мной, наверное, не согласятся, скажут, что Япония, она не такая уж хорошая, но постараемся, наверное, найти больше положительных моментов, чем отрицательных. Дорогие друзья, сегодня я снова в Токио, это район Сумида, а конкретно за спиной у меня сад, так называемый Кёу Ясуда Тен. Большой такой сад с прудом. Прудик я вам, естественно, покажу, расскажу. Примечательно тем, что здесь много черепашек-ниндзя. Шучу, конечно, черепашек-ниндзя, а обычных черепашек. Если они будут, я думаю, они будут, мы их снимем, конечно. И большой пруд, который, по замечанию японцев, в форме сердца. В Японии, как я уже сказал, я проживаю больше 11 лет, и за это время отношение иностранцев к японцам и, главное, японцев к иностранцам довольно-таки изменилось. Когда я только приехал в Японию, например, я столкнулся с рядом трудностями, оформления документов, оформления банковской карточки, счета в банке, оформление кредитной карточки, а также покупки мобильного телефона. И когда я приехал, допустим, мне почти во всех основных офисах мобильной связи отказали, а это ИЮ, Докомо и Софтбанк на тот момент, да, 3 кита связи. Отказали, и получилось так, что мне, как показалось, да, отказали мне именно из-за того, что я иностранец. Хотя потом я уже понял, что из-за того, что не хотели заморачиваться просто, да, с иностранцем. И на тот момент еще многие не хотели так особо как бы и оформлять, получается, да, мобильный номер для иностранцев. Поэтому получилось, мне сначала отказали, в результате я поехал из Канагавы на Сибую, и там мне уже иностранец, который работал в офисе Софтбанк, кстати, это, наверное, первая такая более лояльная по отношению к иностранцам мобильный оператор, фирма. И мне оформили мне оформили номер, да, телефона, и я смог использовать уже мобильную связь. Сейчас же все намного лучше, сейчас к иностранцам наносится намного лояльного везде, причем это и Докомо, Софтбанк, другие небольшие фирмы. Вообще об этом я, наверное, сниму отдельное видео, вам расскажу о мобильных операторах, потому что я недавно тоже я соскочил с ИЮ, на котором было долгое время, сначала был на Софтбанке, сейчас я Rakuten Mobile. Хорошая фирма, дешевый интернет, дешевая связь, и плачу я в месяц за одного 3300 йен, что получается чуть больше $30. Это очень-очень дешево для Токио. Передо мной вот как раз таки плавает большое количество черепашек, давайте я вам сейчас покажу еще побольше. Прям одна наглая черепашка прям рядом со мной плавает, две черепашки. То есть очень много, как видите, да? Я в видео особо не разбираюсь, поэтому кто знает, как называется, пишите в комментариях, пообщаемся, поговорим. Ну вот много, да, то есть уже минимум, наверное, больше 10. Как видите, да, вот большое количество черепашек. Так вот, что касаемо дальнейшего отношения к иностранцам в Японии. Сейчас стало проще также с поиском подработки, потому что когда я приехал более 11 лет назад, иностранцев неохотно брали на подработку. Это не только касаемо, да, ресторанов, там, допустим, изакая, да, либо какие-то там кафешки. Это касаемо и комбини, круглосуточные магазины 24-часовые, где можно купить абсолютно все. Я об этом рассказывал. Это можно купить и прокладки, и зарядку для телефонов, карандаш, мороженое, ну все, в принципе, все что угодно в любое время суток. Даже можно купить и лекарства от головной боли. Так вот, сейчас в этом плане проще. Берут и иностранцев, и японцев, причем даже не одинаковой внешности. То есть, например, у вас там волосы могут быть там красного, может, голубого цвета, зеленый, там, да, нестандартная прическа, взъерошенный волос, например, много пирсингов, например, не только в ушах, например, но на лице, татуировки в видном месте. То есть сейчас, в принципе, берут, можно сказать, в принципе, почти всех. Раньше это было, ну, в принципе, нереально. То же самое касается и рабочих мест. Вот черепахи меня атакуют.
Наверное, думают, что я их кормить буду, но не собирается. Так вот, то есть, и касаемо, да, фирмы, есть немало фирм, где сейчас берут и татуировка, видно, например, даже на шее. Я недавно вот работал с парнем, он работает в офисе, у него татуировка вот здесь вот, она видна, в принципе, да, хотя он носит костюм, и он спокойно работает. Поэтому те блогеры говорят, что если у вас татуировка даже на видном месте и вас не возьмут на работу, они ошибаются. Это, в принципе, касается и ансенов, да, горящих источников, бассейнов, тренажерных залов. Сейчас очень много мест, где с татуировками вы спокойно можете приходить, и вам никто ничего об этом не скажет. Полно у меня ребят, даже иностранцев, да, которые имеют татуировки, большое количество, и они не испытывают большой трудности. Да, единственное, что надо сказать, что в Токио все-таки это побольше, да, чем какой-то Осака, например, там Хоккайдо или Окинава. Но они есть, и говорят о том, что татуировка вам будет фиговато, да, в Японии. Извините за мой французский. Не стоит. Можно работать, можно, получается, наслаждаться жизнью и не обращать внимания на то, что у вас есть татуировка, либо пирсинг, крашеные волосы. И, наверное, отдельно это неординарный стиль в одежде. Своеобразность и одежды — это то, что выделяет, наверное, Японию среди многих стран. Есть так называемый, да, японский уличный стиль, это хараджуку, например, сибуя. И причем вы можете быть абсолютно уверены, что вам никто за это ничего не скажет. В отличие, например, от России, либо стран бывшего СНГ. Я знаю ребят, которые приезжали сюда и удивлялись, что вот ходишь как хочешь, одеваешься как хочешь, и тебе никто за это ничего не говорит. Это очень большой плюс, на мой взгляд, огромный плюс, потому что я тоже, кстати, наверное, не вписывается во многие стандарты. Не все его понимают стиль, но вот японцы в этом плане молодцы. Жена мне тоже, допустим, довольна моим стилем. А вот другие, допустим, говорят, что вот ты одеваешься не так. Кстати, у меня было пару таких конфликтных случаев, когда я встречался случайно либо в метро, на улице с русскоговорящими. Не буду говорить, что они русские, потому что непонятно, я не узнавал, да, с какой они страны. Но вот они мне говорили, что а что ты так одет, а почему у тебя там пирсинг и так далее и тому подобное. Такие иностранцы встречаются, и в Японии они, получается, пытаются навязать, наверное, свои какие-то нормы, правила, но это Япония, это не ваша страна, в том плане, да, что не ваша родина, поэтому здесь нужно быть все-таки более лояльным по отношению к другим людям. Это касается не только, да, стиля одежды, это и вероисповедания, это и сексуальная ориентация. Да, в Японии нормально относятся к нетрадиционной ориентации, многие показывают по телевизору, но пропаганды нетрадиционной ориентации в Японии нет. Одной из проблем, наверное, которые мне не нравится в Японии, это несостоятельность японской пенсионной системы, потому как, несмотря на то, что ты платишь регулярно взносы, а причем сейчас они довольно-таки высокие, это более 16 тысяч йен в месяц, по факту, выйдя на пенсию, ты получать ее, скорее всего, не будешь. И дело в том, что сейчас те пенсионные числения, которые плачу я, они уходят те, кто должен получать, то есть это 65 лет и старше японцы. А то, что должен был получать я, в будущем молодежь старается не платить, потому что понимает, что платит и никуда. И вот сейчас правительство Японии сделало так, что да, пенсию можно начать получать не 65 лет, а 75, то есть давайте еще 10 лет поработаем, поплатить еще денежки, да, но по факту, несмотря на то, что ты платишь, получать ты, скорее всего, не будешь. И, например, те же самые иностранцы, которые платят пенсионные взносы в Японии, а затем хотят вернуться домой, они могут получить только, по-моему, от 3 до 5 лет взносов. Все остальное, они, получается, сгораются, и государство вам их не вернет. Вот это такой, да, не очень хороший момент. И многие иностранцы, кстати, говорят о том, что японская пенсионная система — это еще то, так, лохотрон, да, можно сказать, да, надувательство. И если была возможность, лучше бы я, конечно, просто копил бы деньги, вместо того, чтобы платить в японскую, да, казну, платить налоги, потому как по факту реально получается, что все эти взносы, все эти пенсионные отчисления и налоги, они уходят в никуда. Еще один момент, который лично меня не устраивает, не нравится мне в Японии, чтобы не думать, что у меня только все хорошо и замечательно, это уровень издевательства в японских школах, в японских учреждениях и уровень самоубийств. Да, Япония не первое место по уровню самоубийства в мире, но довольно-таки на высоких позициях, причем, конечно же, это не есть очень хорошо. И одной из причин, кстати, вот этих самоубийств в школах, в учебных заведениях, например, даже на рабочих местах, это как раз таки издевательство. И
зачастую получается так, что, например, администрация школы, зная о том, что издеваются, ничего не делает. Многие стараются всякими способами замолчать тот факт, говоря о том, что ничего такого не было. Учителя нередко видят, что ученик, например, да, один из учеников в классе подвергается издевательствам, но делает муси, как говорится по-японски, то есть ничего не делает, делает вид, что ничего не происходит. И это печально, потому что уровень самоубийств, кстати, в Японии довольно-таки высокий. И по сравнению, например, с 2020 годом, в 2021 году на почти 900 человек было больше. Причем очень много как раз-таки среди молодых девушек и женщин, которые чувствуют себя одинокими, они чувствуют поддержки, например, в школе, да, девочки в институтах и на рабочем месте со стороны, опять-таки, администрации, со стороны начальства, со стороны однокурсников и так далее. Интернет, кстати, мне немножко наврал, потому как указано, что данный сад, чтобы обойти полностью кругом, нужно порядка 10 минут. Мне понадобилось, наверное, минут 7, может даже меньше. Но я быстро хожу, за что меня жена порой ругает. Поэтому, наверное, все-таки не под меня построен тот тайминг, да, который указан на сайтах. Но мне очень сад понравился. Наверное, приду я сюда еще, возможно, и осенью, когда здесь, если верить комментариям японцев, очень хорошо виден листопад, момизи. Это, извините, любование осенней листвой. Поэтому есть смысл сюда еще вернуться. Дорогие друзья, вот такие, наверное, основные моменты того, что мне нравится в Японии, что не нравится. Я не стал специально говорить о японской еде, вообще куда о японской культуре, потому что, наверное, нет того, что я не принимаю, что я не кушаю. Поесть там, наверное, пару блюд из японской еды, которые я не могу есть. Но в основном я все кушаю. И, наверное, если говорить там о любимых, нелюбимых блюдах, я, наверное, сделаю об этом отдельное видео, чтобы не запарить вас в данном случае. Поэтому сегодня не об этом. Как вы понимаете, наверное, да, мне нравится в Японии, я люблю Японию, поэтому я здесь и остался, и живу вот уже больше 11 лет. Да, кто скажет, что у тебя жена японка, поэтому ты живешь и работаешь в Японии. Возможно, вы будете правы отчасти, но если ты не принимаешь японскую культуру и саму, наверное, атмосферу Японии, то, наверное, в Японии лучше не оставаться. Я уже говорил не раз о том, что более 80% иностранцев, которые приезжают в Японию, хотят здесь жить и впоследствии работать, например, отучившись, они уезжают на родину, потому что что-то идет не так, и не в том плане, что не получается устроиться, а, наверное, в том плане, что не всегда принимается японский менталитет, японский стиль жизни. Например, да, под конец данного видео я вам расскажу. В японской системе классической, в японской семье классической принято так, что жена получает заработную плату мужа, да, на свою карточку, получается как карточка мужа, да, вот эта вот зарплатная карточка, и распоряжается деньгами, а мужу выдается так называемый кодзукай, это там, так, карманные расходы, да, в обычном размере 30-40 тысяч, бывает даже поменьше. И японцы в большинстве своем это устраивает, они привыкли к этой системе. Иностранцам не нравится, говорят, что почему жена тратит мои деньги и так далее и тому подобное. В результате браки между иностранцами и японцами, гражданами Японии, скажем так, в большинстве случаев распадаются в 2 раза чаще, чем браки между японцами и японками. Дорогие друзья, на сегодня все. Я желаю вам удачи, не болейте. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка на него есть внизу в описании данного видео, есть также в описании моего канала. Милости прошу, там есть фотографии, видео и мои заметки о Японии, которых вы на YouTube не найдете просто-напросто. Ну, вот отдельный такой контент. Все бесплатно, абсолютно естественно. В принципе, как и просмотр YouTube, потому что сейчас реклама не показывается, да, для жителей России, по крайней мере. Не болейте, ждите новых выпусков. С вами был Пых. До скорых встреч. Пока.